Отец мальчика, охваченный гневом, мчался по извивающейся дороге, не обращая внимания на крики своего сына. Лука, его 10-летний сын, сидел на заднем сиденье, дрожа от страха. Он знал, что их ссора достигла критической точки, и сердце его колотилось от ужаса. Внезапно, в порыве ярости, отец остановил машину, распахнул дверцу и выбросил Луку на обочину. Мальчик упал на землю, а его отец уехал, оставив его одного в лесу. Лука, избитый и дезориентированный, поднялся на ноги и огляделся. Вокруг него раскинулся густой лес, и он почувствовал, как холод проникает в его душу. Он не знал, что делать, и, испуганный, начал бродить по лесу, надеясь найти дорогу обратно. Вдруг он услышал треск веток и обернулся. На него смотрел медведь. Сначала Лука замер от страха, но медведь не проявлял агрессии. Он подошел ближе, и, к удивлению Луки, медведь наклонился, словно предлагая ему забраться на спину. Мальчик колебался, но, увидев добрые глаза животного, решил довериться ему. Лука медленно поднялся на спину медведя, и тот, словно понимая его состояние, начал двигаться сквозь лес. Медведь вел его через густые заросли, согревая своим телом. Лука чувствовал, как страх постепенно уходит, и вместо него приходит чувство безопасности. Он обнял медведя за шею и закрыл глаза, позволяя себе расслабиться. Вскоре они вышли на открытое пространство, где Лука увидел людей. Это были Джеймс и Клара, которые прогуливались по лесу. Увидев медведя с мальчиком, Джеймс и Клара сначала испугались, но затем поняли, что медведь не агрессивен. Он просто заботился о Луке. Джеймс осторожно подошел ближе и, заметив, что Лука выглядит испуганным и уставшим, быстро вызвал помощь. Вскоре на месте происшествия появился вертолет, и Луку эвакуировали в больницу. Врачи, осмотрев Луку, обнаружили у него серьезные травмы и начали стабилизацию. Мальчик был обезвожен и истощен, но его жизнь была вне опасности. Во время обследования врачи заметили, что травмы Луки могли быть результатом жестокого обращения. Лука, вспомнив о своем отце, почувствовал страх, но также и надежду, что теперь он в безопасности. В больнице Лука медленно восстанавливался, окруженный заботой медперсонала и воспоминаниями о своей покойной матери. В трудные моменты он вспоминал медведя, который спас ему жизнь, и это придавало ему сил. История Луки быстро стала известна всему миру, и вскоре его отец потребовал вернуть его домой. Врачи, обеспокоенные состоянием мальчика, начали расспрашивать его о возможном жестоком обращении. Джеймс и Клара, увидев, как страдает Лука, решили подать документы на усыновление. У них не было своих детей, и они искренне хотели дать Луке тепло и заботу, которой он так сильно нуждался. Когда они предложили Луке стать частью их семьи, мальчик почувствовал, что наконец-то нашел место, где он может быть в безопасности. Лука с радостью принял их заботу, и с каждым днем он чувствовал себя все более умиротворенным. Он начал посещать школу, где его поддерживали учителя и одноклассники. Вскоре Лука стал частью новой семьи, полной любви и понимания. Он всегда будет помнить объятия медведя как символ надежды и помощи в трудные времена. Годы спустя, когда Лука вырос, он часто вспоминал о том, как медведь спас его, и о том, как Джеймс и Клара стали его настоящими родителями. Он понимал, что жизнь полна неожиданных поворотов, и что даже в самых темных моментах можно найти свет. Лука вырос в стабильной и любящей семье, и его сердце было наполнено благодарностью за все, что он пережил.